Привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Android Insights. В этом видео я расскажу, что такое Job, как его использовать, а также приведу примеры для его лучшего понимания. Итак, приступим. Прежде всего, давайте разберемся, что такое Job. Job представляет собой абстракцию для управления жизненным циклом корутины. Он позволяет отслеживать состояние корутины, отменять ее выполнение и обрабатывать различные события. Здесь я создаю новую корутину с помощью вызова функции launch, которая возвращает объект job. Также в этом примере используется global scope, а scope я рассказывал в своем прошлом видео, ссылка находится в подсказке. Теперь рассмотрим основные методы и свойства job, которые помогут вам эффективно управлять корутинами. Cancel отменяет выполнение job. Join приостанавливает текущую корутину до завершения job. IsActive возвращает true, если job активна. IsCompleted возвращает true, если job завершена. IsCancelled возвращает true, если job была отменена. Этот пример демонстрирует использование свойств и методов для управления состоянием job. Давайте рассмотрим все состояния job и возможные переходы между ними. Job может находиться в одном из следующих состояний. New – job создан, но еще не запущен. Это состояние является опциональным. Active – job выполняется. Это состояние по умолчанию. Completing – job завершает выполнение. Cancelling – job отменяется. Cancelled – job была отменена. Completed – job успешно завершился. И возможные переходы между состояниями job. New может перейти в Active, это значит, что job запускается. Active может перейти в Completing, это значит, что job завершается. Active может перейти в Cancelling, это значит, что job отменяется. Completing может перейти в Completed, это значит, что job успешно завершен. И Cancelling может перейти в Cancelled, это значит, что job была отменена. Этот пример показывает, как можно создать job в состоянии new, а затем запустить его для перехода в состояние active. Подробнее о способах запуска корутин я расскажу в одном из своих будущих видео. Про Scope я рассказал в своем предыдущем видео, так что посмотрите его, если хотите узнать больше подробностей, ссылка находится в подсказке. Теперь рассмотрим различия между корутин Scope и Job. Эти два понятия часто используются вместе, но выполняют разные роли в управлении корутинами. Корутин Scope – это контекст выполнения для корутин. Он определяет область видимости и управляет жизненным циклом связанных корутин. Когда корутин Scope завершается, все корутины, запущенные в этом контексте, также завершаются. Job – это компонент, который используется внутри корутин Scope для управления конкретной корутиной. Job отвечает за управление состоянием корутины, включая ее отмену и завершение. Таким образом, корутин Scope управляет набором корутин, а Job управляет конкретной корутиной. Одной из полезных возможностей Job является возможность отмены корутины. Это важно для долгоживущих задач или задач, которые могут быть завершены досрочно. В этом примере я создаю Job и сразу его отменяю с помощью вызова функции Cancel. Одной из функций Job является возможность параллельного выполнения нескольких корутин. Давайте посмотрим пример. В этом примере я запускаю две корутины параллельно и жду их завершения с помощью метода join. Также для этого можно использовать функцию join all, которая приостанавливает выполнение до завершения всех указанных корутин. В этом примере я создаю три корутины и жду их выполнения с помощью функции join all. Итак, я рассмотрел основные аспекты работы с Job в Kotlin корутинах, включая создание, управление состоянием, отмену, параллельное выполнение и различия между корутин Scope и Job. Надеюсь, что эти примеры помогли вам лучше понять, как использовать Job в ваших проектах. Это все, что я хотел рассказать в данном видеоролике. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если не хотите пропустить это и будущие видео. Ставьте лайк, если данное видео вам понравилось и было для вас полезно. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока.